One. What's up, everybody? I am Kevin Ioli, and it is my privilege right now to be joined by one of the great boxers I ever saw, one of the really good guys, and now the president of the National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan. Who else could that be but Gennadiy Golovkin? Champ, how are you, my friend? I'm great. Good to see you, sir. Good to see you as well. So we have the Summer Olympics coming up in a little bit. You were an Olympian in 2004 in Athens, Greece. Right. Of course, you got a silver medal in the Olympics. Boxing, I know, is a big part of your life. Boxing may not be in the Olympics, come 2028 when they're in Los Angeles. What are you doing in your role, if anything, to try to make sure that boxing remains a part of the Olympics? Вы, будучи как сами олимпийцем, да, что вы делаете для того, чтобы бокс все-таки был в программе Олимпийских игр 28 года в Лос-Анджелесе? Ну, во-первых, наверное, это то, что надо подчеркнуть, то, что я пришел буквально совсем недавно, это буквально 2-3 месяца, как я официально вступил в должность. И ознакомившись с материалом, то, что сейчас происходит, ситуация, конечно, это недопустимо, так как для спортсменов, так и для многих, я считаю так, ноков, что сейчас происходит именно с боксом. Я сам как боксер попытаюсь сейчас даже где-то подсказать, помочь или как-то, может быть, повлиять на то, чтобы все-таки такой вид спорта, как бокс, остался в Олимпиаде. So, I was appointed the president just of the National Olympic Committee just recently, maybe just 2 or 3 months, and I'm getting familiarized with the situation. And what I learned so far is unacceptable, in my opinion. Well, unacceptable for the boxers, unacceptable for national Olympic committees of other countries. And as a boxer, I will try to consult. I will try to help, assist, maybe influence, to do everything to keep boxing in the Olympic program. Gennadiy, there's always been a thing. I think back to Roy Jones in 1988 when he clearly wins the fight and he loses a decision. He was still voted the most outstanding boxer in those Olympics, even though he lost the decision. Do you feel like that the corruption that has been rampant in amateur boxing over the years is a factor in the IOC's decision to try to walk away from boxing in future years? Мы знаем историю Роя Джонса в 1988 году, когда он явно победил, но решение было не в его пользу. И понимаю, что это было неспроста. И мой вопрос такой: коррупция в любительском боксе, на ваш взгляд, это именно тот фактор, который привел к тому, что Международный олимпийский комитет решил дистанцироваться от этой ситуации в любительском боксе в настоящее время? Я думаю, что однозначно, и в том числе, да, можно так сказать, потому что коррупция, она присутствует, и она присутствует во многих видах спорта, в том числе и в боксе, и это одно из тех, что сейчас, почему именно бокс под вопросом в программе, в олимпийской программе. Это, да, на самом деле так. Меня это очень сильно беспокоит как спортсмена, как боксера в том числе. Из-за этого я присутствовал на первых лицензионном турнире в Милане, где под эгидой МОК разыгрывались лицензии, проводился лицензионный турнир. И что я увидел, мне очень понравилось, наверное, в первую очередь, потому что очень много было уже внедрено, знаете, чтобы отступить, избежать уже коррупции, какие-то там человеческие факторы, уже многие моменты были представлены, то есть опробованы. Такие вещи, как искусственный разум, либо подсчет очков уже за счет компьютера, чтобы компьютер уже подсчитывал, то есть чтобы это было видно, есть повторы, все это быстро в свете как-то это все происходит, то есть они прорабатывают, обрабатывают, и уже довольно чище стало, что меня радует. I would tend to agree with you. So corruption exists in many sports, including boxing, and it bothers me as a boxer, as a former Olympian, as the president of the National Olympic Committee right now. And I recently
attended the tournament in Milan. It was a licensing qualification tournament, and I liked the way it was carried out, and I saw a lot of innovations that were used in order to minimize the human factor, such as artificial intelligence, score counting by computers, reviews, and all this uses of this new technology will make it cleaner, and that's the ultimate goal. It helps to reduce corruption in the sport. Gennady, there has been computerized scoring in amateur boxing for a long time. And there was the thing which has not been used in the most recent Olympics, but where, three judges had to push the button to count a punch, had to land, I think, within a half second of each other in order for the punch to count. That was not very popular. How was the system that you saw any different from that old system that people didn't think was very effective? Ну, вы знаете, да, что компьютерный подсчет очков существует довольно-таки давно уже в любительском боксе, и там требование такое, что трое судей должны нажать кнопку в течение времени в полсекунды для того, чтобы был засчитан удар, попадание. Что вот вы увидели на этом турнире, что разительным образом отличается, что действительно делает это лучше? Потому что та система была не особо популярна, на мой взгляд. Ну, прям детально я прям сейчас не могу так, да даже скажу громче, что раскрыть все тайны. Там действительно ряд моментов было таких. Во-первых, это, наверное, судейство. Подбор судей происходит не за счет, кто-то человек один отвечает за это все, а это опять же делает компьютер. То есть там разыгрывает, компьютер выбирает, кто будет примерно судить. Это раз. Второе, это у компьютера по жеребьевке, а он сам делает жеребьевку. То есть, ты не можешь прописать, кто будет с кем боксировать. То есть, это как типа вот в теннисе, кто был сейным, он никогда не будет играть со вторым номером, только в финале. Нет, здесь совсем другая жеребьевка. Все, что, например, да, мы говорим о тех судьях, которые трое должны были нажать в течение секунды, и тогда бы приходило очко. Здесь должен быть уже аргумент вот по этому поводу. Компьютер, он отслеживает, то есть насколько ты часто нажимаешь, то есть ты должен это аргументировать, то есть не могут все там четверо судей нажать около 20 раз, а ты 50 или 60. Нет, ты должен объяснить, то есть оно примерно все, как знаете, суммирует и выводит, то есть где точное попадание, если, например, на точном попадании одного боксера этот не нажимает судья, то опять же это задается вопрос. То есть, по каждому моменту, по каждому действию, то есть должен быть какой-то конкретный аргумент, либо будет, уже как бы наказание, то есть дисквалификация в первую очередь. Как бы очень много этого было вот сейчас в Италии, и, откровенно говоря, это прям заметно. It would be rather difficult for me to go into technical details, but I should point out that the selection of judges by computer, like random selection, is very important. And another fact that boxers are not seeded, like we're talking about. It's not like a tennis tournament where number one can only meet number two in the final. In the finals, here it's random assignments of boxing bots, and it's the computer that does that, and also the judges are being tracked in their in what they're doing. If like three judges pressing the button 20 times and one judge pressed it 50 or 60 times, he has to justify it. In other words, if there was a clear score and but one of the judges failed to press the button again, why it happened. And in Italy I already saw that it's being analyzed, it's being looked into in order to make it clean and make it fair. I want to ask you, there have been a lot of great boxers coming out of the amateur ranks from Eastern Europe, certainly from Ukraine, from Kazakhstan, some from other countries there.
What do you attribute that to? Do you think that your success personally and the success of fighters like Lomachenko have helped inspire other young fighters to try? Because it seems like in the last maybe 15, 20 years, there's been a whole influx of great talent from Eastern Europe. And second to that, if you can talk a little bit about the kind of athletes you have on the team that'll represent Kazakhstan in Paris. Мы заметили, что за последнее время из Восточной Европы много боксеров, которые как раз пришли из любительского бокса в профессиональный бокс, стали фактически легендами. Речь идет о вас, речь идет о Ломаченко, то есть боксеры из Украины, из Казахстана. И на ваш взгляд, ваш успех как-то вдохновил молодых боксеров на то, чтобы идти по этому пути, переходить затем из любительского бокса в профессиональный? И также в этой связи, что вы можете сказать по поводу вашей команды, которая едет на Олимпийские игры в Париже? Что-нибудь о боксерах, которые Да. представляют Казахстан в этот раз? Ну, по поводу себя я скажу, что, наверное, я это ощущаю в первую очередь в Казахстане, в своей стране, что, да, действительно, многие начали заниматься, и на многие, глядя на меня, ставя меня как за пример, то есть пытаются заниматься спортом, потому что они видят, что действительно возможно достичь определенных высот и так добиться своей мечты. В Казахстане я это вижу. Я очень много получаю сообщений. Как правило, это с бывшего Советского Союза. Это не только Россия, это не только Украина, это не только Белоруссия, это не только Узбекистан, это не только многие, кто русскоговорящие страны, кто меня знает. То есть очень много я получаю писем, мейлов, сообщений, которые действительно обращают на меня внимание. То есть меня берут как за образец того, что можно достичь своей мечты. Опять же, это да, этот вопрос, он как бы есть, он такой момент, он есть. Вообще, Олимпиада в первую очередь это возможность проявить себя для всех. Для всех мы не только говорим за европейцев, за бывший Советский Союз, за казахстанцев. Это вообще возможность показать себя всему миру и заявить о себе. И это возможность для всех. То есть вот это главная цель, которую я пытаюсь донести и пытаюсь помочь, если чем-то я смогу помочь в этом образе. То есть это такая большая мечта для многих спортсменов. Олимпийский цикл это самый большой трамплин, например, чтобы попасть в профессионалы, чтобы уже, если кто-то хочет пойти в профессионалы, то да, это Олимпийские игры. Что касается сборной Казахстана, я многих ребят узнал буквально совсем недавно. Все, что я видел, мне очень понравилось. У них, конечно, любительская школа, как мне, как профессионалу, немножко непривычно смотреть на это все, но меня радует тот арсенал, который они имеют. Speaking about myself, I would say that you're right, because I do receive a lot of emails and texts from people from not only from Kazakhstan, but from Russia, Ukraine, Belarus, Uzbekistan, saying that I serve as inspiration to young boxers. A lot of people went into boxing because of me, because they saw that it was possible and it is possible to achieve um, your dream, to make a dream reality. And so, in that regard, I would say yes. People look up to boxers who went and went to the very top. And talking about the Olympic Games, it is important for any athlete, not only from Eastern Europe, from anywhere, from around the world, to participate in the Olympic Games, because it's an opportunity to uh, show yourself, show your skills, represent your country. And if we're talking about boxing, it's a great way to jumpstart your career, your professional career. So if you want to go pro, Olympic Games is a great way to do that. So you go to Olympics and then you start your professional career.
Is there anybody in Kazakhstan right now that you could point to and say, make sure you watch this guy fight because he is going to really surprise you and be really good in the future? Вот по поводу тех, кто представляет Казахстан в настоящий момент, есть кто, о ком вы можете сказать, вот следите за этим боксером конкретно, потому что он вас удивит, он действительно покажет тот боксер, за которым надо следить. Да, как я и говорил, я увидел этих ребят не так давно, но все, что я увидел, мне очень понравилось. Их арсенал, их оснащение, что они умеют, мне очень нравится, даже как профессионалу. То есть есть нюансы, и я думаю, в тех условиях, в равных условиях для всех, когда они сейчас все находятся, если они сумеют показать себя, раскрыть свои лучшие качества и продемонстрировать на Олимпийских играх, я думаю, будут результаты. По крайней мере, я надеюсь. Я не увидел того, что чего-то для них невозможно. Это самое главное. Like I said, I just recently met our team of amateur boxers who will represent Kazakhstan at the Olympics. Some of their approaches and some of their arsenal is a little bit unusual for me as a professional boxer, but I really liked what I saw. And I think that given this opportunity to participate in a fair environment where the field is equal for everyone, and if they find a way to show what they're capable of, we can get great results with this team. I'm sure that they can achieve a lot. In other words, I didn't see that there was something that is not possible for them. Everything is possible. When you look, is this a job that you want to continue for the next Olympiad and go forward and maybe try to build Kazakhstan, not only in boxing, but in all the sports, into some kind of a powerhouse and improve the results that you've gotten from Kazakhstan over the years? Is this something you're going to do going forward? Есть у вас в планах продолжать эту работу в течение длительного периода времени, может быть, и в следующем олимпийском цикле, для того, чтобы постараться не только бокс, но и другие виды спорта, ситуацию в этих видах спорта улучшить результаты, постараться сделать Казахстан вот такой как бы движущей силой для развития спорта, для достижения более высоких результатов на Олимпиадах? Да, все, что я вот сейчас вижу, все, к чему я пришел, то есть мне очень нравится. И мне нравится, что вы задаете вопросы по поводу всех видов спорта. Да, я пришел в НОК не только из-за бокса. То есть бокс это это всего лишь один из видов спорта, который, скажем так, я могу представить от своей страны. И я пришел как спортсмен, я не как чиновник, не как политик, и мне интересны все виды спорта, и мне интересны все атлеты, особенно те, которые уже на Олимпиаде представляют нашу страну. И именно во всех видах спорта я хочу, чтобы спортсмены получили именно то, что они заслуживают, чтобы их не обделяли, чтобы у них была возможность достичь своей мечты. Вот ради этого я уверен, что я останусь. На данный момент я уверен, что я останусь до следующего цикла. I'm really happy that you mentioned other sports, because I became the president of the Olympic Committee, not only to care about boxing, but to care about all the sports that are popular in Kazakhstan, that Kazakhstan represents. I want to take care about athletes, and I'm an athlete myself. I'm not a politician, I'm not a bureaucrat, and I care about athletes' rights, and I want athletes to get what they deserve. I want them to be able to reach their dream in all sports where we have athletes who are capable to qualify for the Olympics. I want to ask you about your Olympic experience and related to other athletes, because you hear in the media sometimes that
it's too commercialized. The Olympics have become just a big commercial, and you have, the official car or the official drink of the Olympic Games. But from an athlete's level, how does it affect your life? Did it change your life being in Athens and being part of the Kazakhstan Olympic team in 2004? А вот немножечко о вашем личном опыте участия в Олимпиаде, потому что часто вот в средствах массовой информации звучит такая как бы мысль о том, что слишком все коммерциализировано, вот это официальная машина, там марка автомобиля, это официальный напиток и так далее. Но вот для спортсмена изнутри, насколько вот опыт участия в Олимпиаде как-то изменил вас, повлиял на вас? Я думаю, однозначно, да. То есть эта Олимпиада тебя всегда выводит на определенно другой уровень. На другой уровень развития, на другой уровень эволюции, который запускается после Олимпиады. Конечно, мне тяжело судить за тех олимпийских чемпионов, потому что у меня было серебро, у меня не было олимпийского золота. Я думаю, наоборот, олимпийское золото это был как приговор. То есть многие остановились в своем развитии. Посмотрите, скажу за себя, я заработал серебро, то есть это был показатель того, что надо развиваться, и это все возможно, и надо делать выводы. На тот момент, 2004 год, ряд великих спортсменов, как я представляю и как я вижу, задали себе вопрос и хотели развиваться, они развились до больших звезд. Я могу сказать, в пример даже также привести и Dream Team Америки. Америка тогда не выиграла, хотя тогда был и Леброн Джеймс, и многие спортсмены в составе Dream Team. Мы все сидели, кушали, когда они проиграли. Я думаю, они сделали выводы, и они сейчас именно на своем месте, на том, который они заслуживают. В том числе и я. Я заработал серебряную медаль, которая заставила меня задуматься, заставила меня развиваться еще больше. Олимпиада – это всего лишь одинаковая возможность для всех. Да, есть определенные рамки, официальные вещи, которых ты придерживаешься или которые идут как регламент. Но это одни рамки для всех. Просто Олимпиада – это однозначно тот трамплин, с которых ты можешь просто стать суперзвездой и достичь свою мечту. To me, the Olympic Games brought me to a new level, and I cannot speak for those who got gold because I got silver, but I think it ultimately was even better for me because it allowed me to learn my lessons, to evaluate the situation, to make certain conclusions, and to develop, to continue to work. And that what ultimately brought me to where I am right now. And I think it is for other athletes, for other teams, and if we take the dream team, the US team where LeBron James played, they lost in 2004, but they also learned their lesson and look where they are right now. So I think the silver medal allowed me to develop, allowed me to build upon what I did. And to me, the Olympic Games is an opportunity for anyone. And you have to use this opportunity in order to reach your goals, in order to achieve your dream. Let me ask you two other questions and we'll wrap up, Gennadiy. And this is just about you personally. You after your fight with Canelo, we haven't seen you back in the ring. Your fans have talked about, we ever going to see him come back? What was it difficult to make the decision to no longer box, and boxing was part of your life for decades, right? Was it difficult to walk away from the sport, and do you ever ponder a comeback? Manny Pacquiao's talking about coming back. So many fighters seem to retire and then come back. What about you? Do you have that itch at all? Значит, буквально еще пару вопросов и заканчиваем. После поединка с Канело о вас, да, как-то особо не было слышно, и поклонники думали, появится ли Геннадий на ринге, не появится. Насколько тяжело далось решение, скажем так, уйти сейчас, отойти от боксерской карьеры, и увидим ли мы вас снова на ринге? Некоторые вот завершают карьеру, взять Мэнни Пакьяо, вот, а потом возвращаются. Вот пару слов об этом.
Ну, говорить тяжело, или не тяжело, и даже про это не думаешь тяжело. Однозначно то, что жизнь с боксом и жизнь без бокса – это разные вещи. Я благодарен тому, что у меня есть семья, моя любящая семья, у меня есть дети. Как бы я сумел свой фокус переключить на них, наверное, оправдаюсь ими, что прям для меня это не было такой большой драмой или что-то я так сильно переживал. Я просто-напросто не успел. Не успел это осознать или не успел это понять. Или просто не успел окончательно завязать с боксом, потому что я как бы постоянно тренируюсь, я нахожу себя в хорошей форме, и еще это осознание не пришло до конца, вот, ну, прям что я все завершил. Возвращаться, опять же, как бы так ярко и громко заявлять, как многие говорят, я завязал или я вернулся, опять же, это, то есть, наверное, за счет моей вот этой неопределенности, что я завязал или не завязал, как бы всему свое время, и у меня как-то всегда так, я не хотел много говорить, много кричать или всегда где-то пиариться, то есть у меня за счет, наверное, нашего воспитания, скажем так, чуть восточного, всему свое время, и как-то о себе скажу, что я себя очень комфортно и очень счастливо чувствую, потому что я же, ну, здоров, я наслаждаюсь тем временем, которое у меня есть, у меня все очень хорошо. Well, I would say that I was able to switch like my focus to my family, my kids. It's not that it was some kind of a drama for me when I stopped like getting to the ring, and maybe I don't fully realized that myself because I continue to train. I'm in good shape. I don't live with the thought that I retired. You know, some people they are happy to announce for the whole world to uh, see that they retired and then they come back. Maybe it's my upbringing, being from Central Asia, and I've never been a fan of PR, of talking about myself. I'm extremely happy with what I'm doing right now. I'm very comfortable. I'm happy, and time will tell what will happen. Let's wrap with this. What would a successful Summer Olympics for Kazakhstan be? Ну и последний вопрос. Что можно будет назвать успешными Олимпийскими играми для Казахстана? Ну, честно говоря, я максималист, и если будет золотая медаль, ну, это для меня, это будет большой успех, это будет грандиозный успех. Если будет любая медаль, я как спортсмен понимаю то, что Олимпиада – это больше судьба, это не про мастерство, это больше судьба. Mhm. Um, so I like to be at the top. So to the maximum, go to the maximum. So to me, a gold medal would be a success. But ultimately, any medal will be a success because we realize that too many factors uh, are in play at the Olympic Games. It's not only about your level of mastery. It's uh, it's like destiny. It's a fate in a way. So, but any medal would be great. That is the future Hall of Famer and now the president of the National Olympic Committee of the Republic of Awesome. Kazakhstan, Gennadiy Golovkin. Champ, appreciate you, brother. Good luck to You're you. welcome anytime, Ken, of course. Thank you, sir. Bye.